Взрывные санкции. Кто нанес мощнейший удар по инфраструктуре «Газпрома»? Импортозамещение дает плоды. Россия в преддверии очередного дефицита. В Думе пообещали перекрыть транспортное сообщение с Азербайджаном. Там, где поработали силовики, сотни остались без работы. Массовые увольнения в Москве. Одна камера вместо десятка квартир. Силовики начали раскулачивать чиновников. Еще один ятаган в спину. Россия потеряла потенциальный рынок. После задержания депутата из «Слуги народа» руководители НАБУ и САП пришли к Зеленскому. Живут же люди. Маленькое финское чудо. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Очередной хлопок газа в России, но в этот раз взорвался не бытовой баллон, на воздух взлетел стратегический объект в Волгоградской области. Выведен из строя магистральный газопровод «Центральная Азия-Центр». Отрезок принадлежит «Газпрому» и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию. Об этом пишет ряд украинских СМИ со ссылкой на неназванный источник. Магистраль обеспечивает энергией Демихановский машиностроительный завод, российскую самолетостроительную корпорацию МиГ, завод по изготовлению патронов «Магнум-К» и другие предприятия военно-промышленного комплекса страны-агрессора. По словам местных жителей, после сообщения о взрывах экстренные службы выехали на место происшествия. В районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находились также правоохранительные органы и ремонтные бригады. Транспортировка голубого топлива через газопровод остановлена на неопределенный срок. Скоро россиянам будет несладко, причем в буквальном смысле. Приближается сезон заготовок на зиму, а в стране могут возникнуть проблемы с сахаром. А все из-за свеклы. Росстат рапортует, предприятия агропрома с января по июнь сократили объем отгрузки этого овоща более чем на 50% в годовом выражении. И это несмотря на увеличение площадей, отведенных под свеклу. Рекордсмены Курская, Тамбовская и Липецкая области, где отгрузка сахарной свеклы обвалилась более чем на 80%. На первом месте Белгородская, где показатель приблизился к 100%. Причины падения урожайности из-за засухи и недоступность импортных семян. Причем совокупный сбор овоща в России в 2024 году составил менее 42 миллионов тонн, а это на 21% меньше, чем в 2023. Урожайность упала на 24%. Эксперты связывают это с замещением импортных семян российскими, а их урожайность ниже на 20-30%. Кроме того, дала о себе знать засуха в южных регионах. Вслед за снижением производства свеклы падает и изготовление сахара. За первое полугодие 2025 года, по данным Росстата, в стране произведено 654 тысячи тонн белого сахара без добавок. Это меньше, чем в тот же период предыдущего года на 28%. В Минсельхозе на это заметили, что объем продукции все равно будет выше потребностей страны. Правда, цены на свеклу не слушают чиновников, и по данным Росстата за первые полгода взлетели более чем на 60%. Может, подручные Путина просто хотят, чтобы россияне кушали меньше сладкого и были здоровее? Как думаете, пишите в комментариях. Война Москвы против Баку приобретает все новые оттенки. Страны обменялись ударами в области топонимики. Публикация о сносе памятника российскому художнику армянского происхождения Ивану Айвазовскому в карабахском городе Хан-Кенди. Российский ТАСС подчеркнуто использовал советские, а не азербайджанские названия Нагорных Карабах и Степанакерт. МИД Азербайджана выразил протест и потребовал от ТАСС внесения поправок и извинений. А госагентство Азертадж заявило, что Азербайджан может начать использовать исторические или тюркские названия российских городов. Например, Оренбор вместо Оренбурга, Сарысу вместо Волгограда. Издание «Минвал» перешло к делу и в одной из публикаций назвало российский Калининград Кёнигсбергом. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и известный шовинист Константин Затулин пригрозил Баку транспортной блокадой.
Что касается переименования российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили. Зато ТАСС после критики со стороны Баку скорректировал публикацию, заменив Степанакерт и Нагорный Карабах на азербайджанские варианты. Конфликт между Ереваном и Баку из-за Карабаха вспыхнул в конце 80-х годов. В начале 90-х контроль над регионом, который юридически входил в состав Азербайджана, но преимущественно был населен армянами, перешел к армянским формированиям. В 2020 году Азербайджан в ходе 44-дневной войны вернул себе часть Карабаха, а в 2023 в ходе однодневной операции занял его целиком. Тем временем национализация, которой в России тоже активно занимаются силовики, уже приносит первые плоды. Из аэропорта Домодедово, недавно отнятого у прежнего владельца, уволилось около 200 сотрудников. И это только за июль, пишет канал «Осторожно! Новости». По словам одного из работников авиагавани, на совещании 14 июля части сотрудников сказали, что с июня им будет начисляться лишь 20% зарплаты. Остальное отнесли к премиальному фонду. Недовольным предложили перевестись в другие подразделения компании или уволиться. При этом один из сотрудников аэропорта рассказал, что части персонала уже выдали сокращенную зарплату за июнь и июль. Как утверждают в Домодедово, это не больше нескольких процентов от общего числа работников аэропорта, и никто из них не был принудительно уволен или переведен на другую должность. Аэропорт национализировали в июне по иску Генпрокуратуры. По мнению силовиков, прежние владельцы следовали агрессивной политике западных государств. По оценке издания «Новая газета Европа», за 3 года полномасштабной агрессии в России национализировано более 411 компаний с активами, превышающими 2,5 триллиона рублей. Как там было: земля крестьянам, фабрики силовикам. Напомните в комментариях, а то память подводит. Силовики Путина продолжают раскулачивать не только владельцев бизнеса, но и бывших чиновников. У экс-мэра Вологды Евгения Шулепова Генпрокуратура хочет изъять несколько десятков объектов недвижимости и земельных участков, а также финансовые активы. Шулепов был задержан по подозрению в получении крупной взятки еще в мае 2024 года. Претензии также предъявлены дочери и супруге Шулепова, ее матери и племяннице. Источники РБК уточняют, в иске фигурируют более 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 коммерческих объекта в Москве, Вологде и Сочи. Прокуроры положили глаз также на 9 транспортных средств, включая Lexus, Jeep Wrangler, BMW, квадроцикл, снегоходы и катер. Помимо этого, прокурор требует изъять почти 73 миллиона рублей со счетов и более 16 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличными. Все это Шулепов нажил непосильным трудом, пока в золотые путинские годы с 2003 по 2025 год был депутатом облзаксобрания, мэром Вологды и членом Госдумы. Как догадываетесь, от партии «Единая Россия». Но бывшему главе Вологды с его десятками квартир, домов и участков далеко до коллеги из другого города на «В». У бывшего главы Владивостока Владимира Николаева и его семьи неделю назад по иску той же Генпрокуратуры изъят 821 объект недвижимости. Интересно, кому перейдут ключики? Как думаете? Пишите в комментариях. Еще одна победа Баку над Москвой, на этот раз экономическая. Азербайджанский газ пришел в страну, которую еще совсем недавно контролировала Россия. Голубое топливо из месторождения Шах-Данис, расположенного в Каспийском море, через турецкую провинцию Килис потекло в сирийскую провинцию Алеппо. Объем поставок составит более 1 миллиарда кубометров газа в год с возможностью увеличения до 2 миллиардов. Особенность этого проекта в том, что Азербайджан выступает как прагматичный и политически нейтральный партнер. В отличие от крупных держав, чье присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке часто связано с военным вмешательством или идеологическими условиями. Эта инициатива направлена на восстановление энергетической инфраструктуры Сирии, пострадавшей от гражданской войны, и улучшение электроснабжения в стране. Это событие в странах-партнерах уже назвали историческим. Если Бог даст, сирийские граждане скоро почувствуют разницу в количестве часов электроэнергии, которые они получат.
Кстати, интересно, почему всего этого не делала Россия, которая столько лет поддерживала Башара Асада. И вот всего спустя полгода после изгнания кровавого диктатора в израненную страну поступает так нужное топливо. Совпадение? Пишите в комментариях. 2 недели турбулентности из-за принятия и отмены закона 12414, и вот руководители антикоррупционных органов пришли к Зеленскому. Семен Кривонос и Александр Клименко доложили президенту об очередных операциях. НАБУ и САП поймали на коррупции народного депутата, руководителей районной и городской администрации и военнослужащих Национальной гвардии. Может быть только нулевая толерантность коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией. В НАБУ уточнили, что поймали на взятки подозреваемых при закупке дронов и средств РЭП. Схема заключалась в реализации госконтрактов по завышенным ценам. В САП отметили, что задержали 4 человек. В Центре противодействия коррупции добавили, что среди фигурантов дела есть и нардеп от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. По данным ЦПК, парламентарий голосовал за ограничение независимости НАБУ и САП. И к новостям бездуховного Запада. Пока борцы за скрепы бомбят соседей и посылают на смерть сотни тысяч своих сограждан, в загнивающей Европе ставят противоположные цели. Ни одной смерти за год. Речь о столице Финляндии, где добились, казалось бы, невозможного. За год ни одного погибшего на дорогах. Последнее ДТП со смертельным исходом произошло в Хельсинки в начале июля 2024 года. Ключевую роль в нулевой смертности сыграли ограничения скорости. В большинстве жилых районов города она снижена до 30 километров. Важную роль также сыграло улучшение инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. В городе установили больше камер слежения за дорожным движением и автоматизированных систем контроля. Добавлю сакраментальное: и что хотите, как в Финляндии? Пишите в комментариях. Кстати, вы все еще не подписаны на Нехта? Может, сегодня? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.